Сегодня я расскажу вам, на что обратить внимание при поиске квартиры в аренду в Измире, но это будет полезно в целом для всей Турции. Первое, где искать. Я советую сайт Сахипинден. Тут наиболее актуальные объявления. Вы можете пользоваться этим сайтом через переводчик, но есть много но. Не все моменты указаны в описании объявления. Нужно знать районы города. В этом районе вы можете найти разные варианты для каждого кошелька. Нужно знать, на какие критерии смотреть при просмотре рекламы. Отопление, мебель, этажность, возраст дома. Общение в переписке с агентом. Чаще всего, конечно, происходит крайне малоэффективно, если вы напишете в чат именно в приложении. Они вам ответят, конечно, возможно, но когда это произойдет и о чем вы с ним будете переписываться, угадать сложно. Они не любят это делать, конечно, им легче ответить на телефонный звонок и таким образом ответить на большинство вопросов и задать свои, конечно же. Нужно, чтобы кто-то позвонил им, и они, соответственно, вас зачастую пригласят на просмотр, либо себе в офис и выпьют с вами кружечку чая. Проблема следующая. Турки не хотят сдавать иностранцам на практике около только трети от всех вариантов, которые есть в рекламе, согласны рассмотреть возможных иностранных арендаторов. Потому что они привыкли, что у их арендаторов будет поручитель с хорошей репутацией и желательно, конечно же, с государственной должностью, чтобы в дальнейшем можно было спросить с него, если вы перестанете вдруг платить по своим обязательствам. Поэтому важна личная встреча, чтобы вы могли убедить своего агента или собственника, что вы благонадежный арендатор и с вами не возникнет никаких проблем. Личная встреча на самом деле очень помогает наладить контакт. Дальше идем. Это обсуждение условий проживания. Если вам понравилась квартира, то агент возьмет паузу, чтобы обсудить все условия с владельцем, так как вы не захотите соглашаться сразу на все его условия. Потому что он видит, что вы иностранец, с вас может забрать больше денег, на больший срок получить и так далее. Завышенный депозит, то есть вот это все, вся история, да. И большая предоплата. Как правило, за пустую квартиру просят 1 месячный депозит и за квартиру с вещами 2 депозита. Но как только увидят, что вы иностранец, захотят 3 или 4. Так как курс лиры нестабилен и владелец захочет получить фиксацию дохода, поэтому с вас захочет получить всю проплату на год вперед и обменять это в доллары и сидеть спокойно, не боясь за свой следующий год жизни. Здесь нужно будет это обсуждать, торговаться во время просмотра квартиры. Часто удается торговаться до предоплаты в 2-3 месяца, но не всегда. Это зависит от арендодателя. Судить состояние ремонта и ответственность за его сохранность. Обычно при выезде арендатор красит стены, то есть обновляет полностью покраску квартиры. Но если состояние стен потрепанное, на это стоит обратить внимание и даже указать это в договоре, чтобы арендатор не нес ответственность в дальнейшем по покраске стен при выезде. И наоборот, если стены свежеокрашены, то сдать эту квартиру при выезде, обновить краску, либо уступить стоимость этой покраски из оплаченного вами ранее депозита. Но учтите, при этом стоимость, конечно, за эти работы будет завышенная. Вот сколько вам скажут, столько вы должны будете заплатить. Хотя это стоит дешевле, конечно. Четвертый пункт – заключение самого договора об аренде, контракта. Мы привыкли, что договор аренды составляется и согласовывается всеми сторонами заранее и учитывает интересы всех сторон. Это может быть 2, 3, 4 листа. Но в Турции это не так. Договор составляется на шаблонном бланке в 1-2 листа максимум. Обычно это даже 1 лист. Этот бланк даже можно купить в обычном канцелярском магазине. Он заполняется от руки. Там есть строчки, куда можно вписать дополнительные пункты. И, соответственно, вот так все легко. Дальше этот контракт заверяется у нотариуса. Нотариус просто заверяет его копию. За содержание этого договора он не несет ответственность, он лишь сверит документы и все. Важно проверить наличие права собственности, конечно же, перед заключением самого контракта, убедитесь, что именно этот человек имеет полномочия сдать вам эту квартиру, будь то он родственник, пусть у него будет нотариальная доверенность, и также попросить у него удостоверение личности, чтобы понять вообще, кто этот человек и как он относится к этой квартире. Бывали случаи, просто когда родственники сдавали жилье, и дальше с ними были огромные проблемы. Только владелец или лицо с доверенностью может подписать контракт об аренде.
Условия на самом деле очень простые. Есть лишь пару срок, которые нужно прописать ответственность за сохранность вещей и ремонты. Сумму депозита можно туда прописать, когда она возвращается. И далее, соответственно, к нотариусу идете. Нотариус ближайший, вообще не имеет значения. Нотариус работает без записи, приходите, заверяется контракт, он уже составлен, это занимает минут 15-20, вам выдают его, вы оплачиваете. Ну и все, на этом вы получаете ключи, дальше разбираетесь со счетами. Вот важный момент, у вас после заверения контракта нотариусом должна остаться копия ТАПУ, это свидетельство о праве собственности на квартиру, и его копия ИКМЕ, это практически паспорт, удостоверение личности. Часто про это забывают и вспоминают, когда лишь нужно уже открывать коммунальные счета. Потом с ним, конечно, это можно взять, попросить, но это занимает время, объяснить для чего и как. А если он еще и не собственник, это вообще самая невеселая история, которую можно представить. Эти истории были, они из жизни. Пункт 5. Коммунальные услуги. Частая проблема именно открыть счета на воду, газ и интернет, так как они закрыты, если в квартире никто не живет. Именно на вас, как на нового арендатора и жильца этой квартиры. Почему? Да потому что у вас может еще отсутствовать, а зачастую так и есть, вид на жительство, то бишь ИКМЕ. Получается ситуация, когда вы получили ключи от квартиры, но в ней жить-то нереально. Единственное, что вы можете сделать, это включить и открыть себе счет на электричество. Какой выход? Объясните ситуацию владельцу квартиры и попросите его временно открыть на себя эти виды счетов и на первое время. А дальше, когда вы получите вид на жительство, и переоформить их на вас, соответственно. Предложить оплачивать, грубо говоря, счета по квитанциям, которые будут приходить на его имя. Он вам отправляет фотографию, вы скинули ему оплату, и все оплачено. Из моего опыта владельцы входят в положение и идут навстречу, так как это в его интересах тоже. Имейте в виду, что для открытия счетов на коммунальные услуги с вас еще и попросят депозит. Депозит возвратный, в лирах турецких, суммы разные, они каждый месяц изменяются, поэтому нет смысла ее даже озвучивать. Крайне важный совет при выезде: закрыть вот эти все счета на свет, воду, газ, интернет, особенно на интернет. Иначе можно столкнуться с массой долгов однажды при прохождении таможни в Турции. Плюс не просто долги будут, а будут еще и штрафы, и судебные издержки. Закрывайте все, никому, ни на кого не переоформляйте, ни в коем случае, даже если вы уезжаете из квартиры раньше завершения вашего контракта. Заплатите все, что нужно, закройте все долги, со спокойной душой езжайте, куда вам дальше нужно. На этом все, у меня все советы сегодня закончены. Если вам они полезны, ставьте лайк, мне будет очень приятно, стараюсь для вас. Если нужна помощь какая-то, совет, пожалуйста, мой телеграм непосредственно в описании вот здесь внизу. Нажимаете, пишите: Шамиль, привет, вот такая история, хочу переехать, хочу спросить, хочу снять квартиру. Скиньте мне ссылку, я всегда на связи, я посмотрю, дам совет, скажу, что с этой квартирой, хотя бы на предварительном этапе, да, может быть, даже в описании вы чего-то не замечаете, на что стоит обратить внимание. Поэтому я всегда на связи, и обращайтесь, буду рад помочь.